Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Вита и Млак. Я в этом видео хочу поговорить с вами о том, с какими рисками вы можете столкнуться при покупке недвижимости в Турции. В первую очередь мы будем говорить о том, с какими рисками вы столкнетесь, если захотите купить квартиру самостоятельно, либо с помощью человека, который не имеет разрешения на деятельность в сфере недвижимости. Сразу хочу сказать, что я не буду вас запугивать, и на самом деле в Турции правовая система работает таким образом, что защищает права и продавца, и покупателей, и в принципе можно купить квартиру самостоятельно, но нужно знать некоторые нюансы, законы, как вообще работает правовая система и так далее. Я просто опишу вам несколько ситуаций, с которыми столкнулись либо мы, либо наши покупатели, которые обратились к нам, и мы уже вместе решали их какие-то проблемы, которые они приобрели, вот когда покупали квартиру самостоятельно, пытались купить, либо через какого-то помогайку. Еще раз хочу сказать о том, что в Турции права покупателей и продавцов очень хорошо защищаются государственными органами и эффективной правовой системой. Я расскажу вам, как проходит для начала сама сделка. Возможно, вы еще не покупали квартиру в Турции, вы просто интересуетесь. Основанием для сделки в Турции является согласие двух сторон. И поэтому, когда на сделке выходит работник кадастровой палаты, он спрашивает у продавца, получил ли он деньги. Тот говорит: допустим, да, получил, и затем подписывается государственный документ, договор и продавцом, и покупателем. Перед тем, как вызвать на сделку, государство, кадастровая палата тщательно проверяет объект на наличие каких-то обременений, ипотеки, каких-то судебных разбирательств и связанных с этим тех же самых обременений. И вся эта информация после изучения идет в кадастровую палату. И уже на сделке все это работник кадастровой палаты устно в присутствии камер зачитывает, и продавец и покупатель либо соглашаются, либо не соглашаются. Если покупатель или продавец является иностранцем, то в этом случае обязательное условие для сделки – присутствие присяжного переводчика. Присяжный переводчик несет ответственность за каждое свое переведенное слово и обязан вам озвучить все, что происходит на сделке. Таким образом, на сделке вы обязательно услышите, есть обременение на квартире или нет обременений. Юридические законы в Турции позволяют купить квартиру с обременением. И поэтому именно в момент сделки должен присяжный переводчик присутствовать, чтобы вам все грамотно перевести и чтобы вы осознавали и понимали, что вы покупаете квартиру с обременением или без обременения. Но дело в том, что многие наши покупатели сталкивались с тем, что они пытались купить квартиру самостоятельно и уже на сделке узнали о том, что на квартире стоит огромное обременение. Например, была сделка, когда прямо в кадастровой палате покупатели услышали, что через присяжного переводчика, который все это озвучил, что на квартире обременение в размере 1 000 000 лир. Причем хозяин квартиры даже и не знал об этом, и он тоже узнал об этом прямо на сделке. И продавец не прибегал к помощи агентства, лицензированного агентства, не покупатель. И вот результат. Покупатель потратил деньги на справку ДАП, так как являлся иностранцем, заплатил комиссию банка, то есть понес потерю деньгами, потерял также время, и на сделке вот такой вот был неприятный сюрприз. Затем они обратились в наше агентство, мы помогли решить эту ситуацию. Вот в результате выяснилось, что на хозяина его работник подал в суд за то, что он его уволил в каком-то году, и вот это вот обременение, оно висело на недвижимости, всей недвижимости. В итоге хозяин за несколько дней решил все свои юридические проблемы, и мы вместе вышли на сделку, сделка была проведена без обременений, квартиру купил уже наш покупатель, и все закончилось хорошо. В нашем агентстве мы изучаем кадастровую историю квартиры и юридическую чистоту этой квартиры еще до того, как подаем документы в кадастровую палату и до того, как наш клиент оплачивает какие-то расходы на документы, связанные со сделкой. В
Вторая ситуация – это покупка квартиры от собственника во время бракоразводного процесса. На самом деле вот здесь вот очень много подводных камней, с которыми можно столкнуться, которые можно не увидеть. И если вы, например, покупаете квартиру самостоятельно, вы можете на словах спросить у человека, находится ли он сейчас в браке или идет ли у него какой-то бракоразводный процесс. И если вам на словах сказал, что да, вот это ничего, я сейчас там в браке или не в браке, но вот у меня ТАПУ полностью оформлено на меня, я бы не сильно доверяла только ТАПУ, потому что на самом деле квартиру можно оспорить уже после того, как сделка состоялась, если один из супругов будет подавать в суд, допустим, и решит оспорить эту сделку. Мы поэтому обязательно, если покупка идет от хозяина, мы уточняем статус, семейный статус владельца квартиры, конечно же, запрашиваем ТАПУ, смотрим, находится ли это долевое ли у него, он имеет владение этой недвижимостью, или он полностью владеет, какой у него семейный статус, сейчас идет ли какой-то бракоразводный процесс, и эти документы на самом деле несложно запросить, мы знаем, какие именно документы нужны, как их именно можно проверить и так далее. Поэтому мы еще до того, как подаем документы на сделку в кадастровую палату, мы сами тщательно изучаем все эти нюансы, которые могут большие проблемы принести, если должным образом не проверить все эти моменты. На нашей практике мы единожды столкнулись с тем, что наша хозяйка квартиры находилась в бракоразводном процессе, вернее, этот бракоразводный процесс уже был завершен. Мы потребовали у нее фото ТАПУ, справку о разводе, и также, несмотря на то, что квартира была приобретена до брака, мы подстраховались и потребовали еще документ от ее супруга, который показывал нам то, что супруг не имеет никаких претензий к ее имуществу, которое было приобретено до брака. Таких ситуаций на самом деле может быть бесчисленное количество, может быть текущий бракоразводный процесс, там, может быть то, что квартира приобретена в браке и так далее. То есть очень много нюансов, могут быть какие-то наследники, и все это важно проверять, и у нас есть полномочия, у нас есть адвокат в штате, юрист, с которым мы все документы тщательно проверяем. Важно, до того, как подали документы в кадастровую палату. И следующая ситуация, с которой мы столкнулись на практике, касается больше хозяев квартир, потому что к нам обратился хозяин квартиры, который просто попросил нас проконсультировать. Он там подписан на наш канал, давно уже смотрит, доверяет и так далее. У него был свой риэлтор, который помогал ему проводить сделку, и который склонял его к тому, чтобы он указал завышенную кадастровую стоимость. Как известно, хозяева один из необходимых документов – это справка о справедливой цене, которая берется в муниципалитете. Меньше этой суммы указать нельзя, больше можно. Так вот, покупатель хотел взять кредит на энную сумму, и ему нужно было указать как можно больше сумму. К чему его и склонял его риэлтор, и сказал, что никаких последствий для него не будет, вообще никаких налогов и так далее. Но наш подписчик засомневался и обратился к нам. И когда мы проверили, выяснилось, что там он попадает на очень большой налог, причем ему сказали, что он вообще ничего не будет оплачивать. Это говорит о том, что он собирался уезжать из страны, и в следующий раз, когда бы он въехал на территорию Турции, его бы просто, скорее всего, при хорошем раскладе его бы задержали и сказали, что такое-то обременение, что ему нужно заплатить налог, а при самом негативном раскладе его бы просто задержали, не впустили в страну и так далее. Там, в общем, различные могли бы быть сценарии. Мы даже потом нашли этого человека и спросили, почему он хочет указать такую большую сумму, на что он сказал, не вмешивайтесь в нашу сделку, в общем, мы же коллеги и так далее. И дело в том, что он же вообще в страну не собирается приезжать. Какая разница, он же вообще в Турцию не приедет. Вот. Поэтому, как выяснилось, он вообще никакой наш ни коллега, у него ни документов, ни офиса и так далее. Просто человек хотел заработать, и ему было абсолютно все равно на судьбу нашего подписчика, который впоследствии стал нашим покупателем. В итоге мы продали его квартиру, и все закончилось благополучно.
Я вам описала только те ситуации, с которыми мы столкнулись в своей практике. Таких ситуаций может быть бесчисленное количество. И если вы в себе уверены, если вы знаете законы Турции, если вы знаете все эти юридические нюансы, вы можете изучить все подводные камни, пожалуйста, покупайте квартиру самостоятельно. Но я настоятельно вам рекомендую не заручаться поддержкой каких-то помогаек, людей, которые не имеют ни документов, ни офиса, которые не несут никакой юридической ответственности. Если будет какая-то проблема, они в течение 10 минут просто исчезнут и все. И вы останетесь наедине со своими проблемами. В нашем агентстве есть юрист, который специализируется как раз на сделках с недвижимостью. И приобретая квартиру, если у вас есть какие-то сомнения, если вы недостаточно осведомлены. Кстати, у нас вот, друзья мои, новый сотрудник Vita & который очень протестует. Когда мы снимаем видео, он начинает мяукать за кадром, и мне пришлось взять его на руки. Вот в комментариях прошу провести голосование, как нам назвать нашего нового жителя Vita & Немножко отвлеклись от темы. В общем, друзья мои, если вы покупаете квартиру через лицензированное агентство недвижимости, то вы на самом деле защищены, потому что в штате, например, нашего агентства есть адвокат, который специализируется именно на сделках с недвижимостью. Я, в свою очередь, желаю вам успешных и безопасных сделок. С любовью из Мерсина. Всегда ваша Vita & Скажи, я вам мешал, вы на меня внимания не обращали, пошли мы кушать. Мы хотим пить, кушать.